Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для представителей знака Стрелец. Сейчас мы с вами посмотрим на основные события месяца августа для вас по неделям, соответственно. То есть первая, вторая, третья и четвертая неделя августа месяца. Какими они для вас будут? И что интересного у вас произойдет, по основным каким-то ключевым моментам в эти недели. Напоминаю, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, также можете оставить лайк или сообщение под этим видео. Я буду очень признательна вам за такую обратную связь. Учитывая то, что у нас здесь вторая оппозиции, я перетасовываю их с учетом того, что они могут занимать различное положение, вверх тормашками в том числе. Поэтому мы с вами посмотрим здесь, в каких комбинациях у вас эти карты будут выпадать с дополнительной колодой и в каком положении, то есть в прямом или в перевернутом. Посмотрим именно на вот такую особенность их, соответственно. В других колодах я обычно это качество перевернутых карт не использую, но в этой колоде мы это сделаем. Итак, давайте посмотрим, что же происходит у стрельцов месяц август. Первую колоду я уже перетасовала, вторую колоду также мы сейчас с вами перетасуем, но она будет в прямом положении у нас. Итак, стрельцы. Стрельцы месяц август, последний летний месяц. Что он готовит стрельцам по неделям? Итак, стрельцы. Начнем мы с этой колоды и посмотрим, что здесь у нас получится. Первая неделя, вторая неделя, третья и четвертая. Так, и давайте посмотрим на дополнительную колоду также, что здесь будет. Первая неделя, вторая, третья и четвертая. Здесь у нас есть в первую неделю карты, которые выпали. Это, соответственно, двойка жезлов. Причем выпала она здесь именно в перевернутом положении. И двойка жезлов, которая часто говорит о ситуации в целом, какого-то выбора, какой-то возможности, которую вы рассматриваете. Здесь можно говорить о том, что вы как будто бы не хотите принимать какую-то возможность, не хотите использовать какой-то вариант, который вам предлагается. Возможно, потому что вы считаете, что лучше остаться с тем, что у вас есть. То есть не хотите рассматривать какую-то дополнительную опцию, не интересуетесь ею, либо поинтересовавшись чем-то, какой-то возможностью, как будто вы ее можете упустить, хотя она может быть для вас достаточно перспективной, потому что вот тут выпадает туз кубков, возможность каких-то новых открытий, каких-то подарков судьбы, каких-то хороших событий для вас, но вы почему-то можете его проигнорировать, этот подарок судьбы, можете не обратить на него внимания, и это может как будто бы негативно сказаться на том, что происходит на первой неделе для вас. На второй неделе есть королева кубков, которая здесь выпадает в прямом положении. Она говорит об успехе, она говорит в целом об эмпатии, любезности, вот этих всех качествах, которые вы проявляете здесь эмоционально, где вы делаете то, что вы любите, что вам нравится, где вы говорите о своих чувствах, своим близким, своей семье, тут же десятка кубков, то есть переполненность чувствами, эмоциями, ощущение счастья и душевного спокойствия за свою семью и за своих близких. Возможно, какие-то радостные праздничные события, которые здесь у вас могут также иметь место быть, то есть карта каких-то праздников, на которые вас приглашают, или свадеб, или вот чего-то такого, очень радостного, торжественного. Но в любом случае здесь речь идет о счастливых моментах. Следующая карта на третьей
третью неделю у вас выпадает семерка кубков, которая здесь выпадает в прямом положении. Семерка кубков, она в целом говорит о вариантах, о возможностях, о большом количестве вариантов, которые у вас есть. И вот вы думаете, какой из этих вариантов выбрать. Нужно мне это или не нужно. Но при этом тут же есть четверка пентаклей, которая называется сила. Да? По четверке пентаклей у вас есть сила в том, что вот вы обладаете чем-то, что вы цените, чем вы дорожите, соответственно, и не хотите это терять, и не хотите это упускать ради каких-то эфемерных, иллюзорных возможностей, которые выпадают в вашей жизни здесь. Поэтому, возможно, вы здесь испытываете сложности с тем, чтобы вообще какой-то выбор сделать. Может быть, вы не считаете, что это заслуживает опять-таки вашего внимания. И четверка пентаклей здесь о том, что вы, возможно, рассматриваете какие-то варианты, может быть, выбираете что-то, может быть, хотите что-то купить, выбираете, но при этом не хотите тратить денег, к примеру, не хотите вкладываться во что-то эмоциональное или не хотите потерять то, что вы имеете, выбрав какой-то не тот вариант. Карта двойка пентаклей, которая также, в принципе, о выборе говорит, и она выпадает на четвертую неделю, она показывает в прямом положении, что вы действительно можете здесь очень быть суетливы, можете много дел выполнять, многое успевать, как белка в колесе крутиться на четвертой неделе августа, но вы справляетесь со всем тем хаосом, который у вас происходит, и да, у вас могут эмоции колебаться, часто меняться здесь, но вы, тем не менее, очень умело справляетесь со всеми задачами и, скорее всего, все успеваете. Поэтому двойка пентаклей здесь в прямом положении. Может быть, какие-то мелкие поездки здесь выполняете для того, чтобы по этой карте решить какие-то дела, успеть что-то сделать для вас важное. Вместе с семеркой кубков, которая тоже говорит о выборе, опять-таки что-то вот выбираете, как будто принимаете решение, какой вариант лучше, как лучше поступить, какой лучше вариант выбрать. Да? Вот все, что касается выбора здесь. И могут быть сложности с выбором, боязнь что-то не то выбрать, да? Опять-таки какие-то переживания, что, возможно, вы в состоянии внушения или иллюзии сделаете неправильный выбор, неправильное решение примете. Но карта хорошая, кстати, для работы, может говорить о каком-то творческом порыве, о каких-то вот таких вот для вас здесь событиях, где вы как будто крутитесь, бегаете, делаете, что-то выполняете постоянно и с таким энтузиазмом, с наполненностью, да, это делаете. Карта в любом случае достаточно хорошая. Итак, давайте, стрельцы, посмотрим, что здесь у вас еще есть в советах магических посланий ангелов. Что интересного также здесь вам скажут карты про месяц август для вашего знака зодиака. Возможность простить. Здесь будет возможность, возможно, кого-то простить или какую-то ситуацию простить. То есть у вас будет в этом месяце благоприятная возможность исцелиться, благоприятная возможность здесь простить, возможно, кого-то, да, будут какие-то такие ситуации здесь для этого подходящие. Здесь, в принципе, вот ангелы посылают вам эту карту, потому что они видят, что, возможно, вы на кого-то обижаетесь, и чтобы разорвать эту обиду, вам нужно очиститься от каких-то мыслей неприятных или обид в отношении жизненных обстоятельств, может быть, какого-то человека, который в вашем окружении находится. Поэтому вам нужно здесь постараться простить, да, возможно, эта речь как бы не идет о том, что вам нужно потакать плохому поведению другого человека и беречь в себе, хранить отрицательные мысли и чувства по отношению к нему, да, нет, абсолютно, потому что так вы портите себе нервную систему и вы так портите себе жизнь, но вам нужно как будто бы просто постараться не думать о чем-то негативном, отбросить эти негативные мысли и чувства и заменить их на позитивное что-то, то есть, возможно, как будто бы постараться мысленно простить и больше не думать о какой-то ситуации. То есть не винить других в каких-то ситуациях, которые в вашей жизни происходят. И в целом как будто бы
сосредоточиться на своих желаниях, а не на том, чего вы боитесь, или что вас кто-то будет за что-то осуждать или как-то критиковать вас за то, что вы там что-то неправильно делаете. В любом случае карта достаточно позитивная, хорошая для вас, и хороший расклад у вас здесь, особенно вторая неделя, что-то хорошее, позитивное у вас на этой второй неделе августа происходит. На этом я с вами сегодня прощаюсь. Я всем стрельцам желаю всего самого хорошего. Берегите себя и до скорого.